Всем привет! Вы на канале Даблтоп, меня зовут Александр Игнатенко, и сегодня мы поговорим про легендарнейший проект Гейвина Polkadot. Погнали! Итак, для тех, кто не знает, немножечко интродюс. Гэвин Вуд — это один из разработчиков Core эфира. В 2014 году понимает, что эфир не такой идеальный, как он бы хотел, и применяет решение уйти, начать разрабатывать собственный проект. Это Polkadot, это Layer 0, то есть как бы выше этого всего. Layer Zero сейчас, когда говоришь, это немножко про другой проект мы думаем, но в целом была идея там и Atom, и Polkadot, что это проект Layer Zero, немножко, скажем так, над всеми как бы сетями, вот, блокчейнами, уже к нему можно будет коннектиться. Идея в целом, конечно, крутая, но есть нюансы. Во-первых, давайте посмотрим, что на сцену, что у нас вообще с ценой этого всего происходило, потому что достаточно интересная картина. Для тех, кто не знает, вот здесь вот мы уже начинали набирать ее и в скваде, и я давал это в паблике. У меня есть портфель на 2021 год, я его набирал. То есть, на самом деле, честно скажу, у нас получилось на нем сделать 10 иксов, не на все тело. Понятно, что мы фиксировали по 30, по 40, что-то не фиксировали, что-то оставляли и выходили уже. Я помню, самый последний мой выход там в районе $10 случился, я уже разочаровался в польке. Но суть в том, что да, что вообще с ценой было, ну, видите, это на самом деле такие же два рога, как, наверное, и у эфира и битка, да, по сути дела. То есть 64 и 69 тысяч было, когда был май и ноябрь в 2021 году. И вот, собственно, вопрос заключается, что же сейчас у нас, есть ли шансы у Polkadot, потому что все еще капитализация огромная, 5,3 миллиарда, 13 место в CoinMarketCap, и тут у нас сразу вопросы, а за что, откуда такие вообще деньги? Если начать, ну, наверное, с самого начала, я напоминаю, что откуда такой пошел памп, потому что у них была идея парачейны. Вот, собственно, эти парачейны, аукцион парачейнов, когда для того, чтобы получить слот в проекте, вам надо было своими токенами проголосовать за то, что проект должны как бы выбрать. Если посмотреть там первые аукционы, на самом деле здесь, конечно же, просто бешеные деньги на него выкладывались. Вот на Moonbeam, это по текущему курсу, сейчас считается $148 миллионов, то есть, чтобы просто была возможность у тебя присоединиться на вот это ядро Layer Zero Polkadot, надо было, ну, посмотрите, сколько, 35 миллионов дота было застейкать, и ты там за один дот, который заморожен на 2 года, который по факту, ну, как выясняется, пришло ректом, ты получал там 4 глиммера несчастных, и как бы, ну, то есть ты даже дот свой не отбивал. С Акалой все ситуации еще хуже, Акала очень себя не показала. Вообще, на самом деле, надо отметить, что все проекты, которые после Moonbeam, они не имеют вообще... ну, практически никакой жизнеспособности. Тут надо, вот можно просто посмотреть на парачейны ТВЛ их. 117 миллионов у всех суммарно парачейнов. Надо отметить, что вот Moonbeam еще куда ни шло, хоть что-то у него есть, но это потому, что он EVM-ный. Потому что он у вас есть в MetaMask. Всего, что остальное нету в MetaMask, ребят, ну, нам оно не сильно надо. К сожалению, сейчас время показывает так, что люди не хотят просто пользоваться тем, что не является MetaMask. Вы должны это понимать, потому что не EVM. Потому что, ну, просто вот здесь, вдумайтесь, парачейн, причем такая огромная капитализация, такой большой проект, огромное количество разработчиков. И мы видим, что весь ТВЛ это 100 миллионов. Если взять у Оптимизма, просто велодром, просто DEX имеет 150 миллионов. То есть тут не то, что не ликвидности нет, тут ничего нету. Это ну, просто смешно. Moonbeam и Moonriver, два проекта, бедолаги. Ну еще Астар еще что-то пытается делать, какие-то протоколы. Но все это выглядит как попытки выжить. И я сейчас это как бы без привлечения, мне кажется, говорю. Я действительно являюсь, ну, на данный момент я разочарован полностью в этой истории. Потому что, во-первых, эфир развивался очень органично и как бы к чему-то пришел. И я уже не один раз говорил, на эфире можно запустить какой-то странный протокол, где вы будете просто токены доплачивать, свои токены, которые обеспечены, по сути дела, там, ну, ничем не обеспечены, просто за то, что вам эфир будет стейкать, и вам могут накидать там на 10, на 20 миллионов долларов эфира. Здесь же целый протокол основной, который поддерживает там core разработчиков, в него никто не кидает. Я напоминаю, что была еще Kusama. Kusama это как бы такая была, дот был на минималках, то есть если у вас не было денег у вашего проекта запуститься на доте, то вы могли запуститься на Kusama. Я говорю, очень это было дорого, но весь смех заключается в том, что потом, когда 15 победителей 15-16 аукциона собрали 6 тысяч дота и 2000 дота, $8700. То есть, условно говоря, вся была идея в том, что все захотят запускаться на Polkadot и будут аккумулировать дот, на этом он вырастет. Ну, на этом, собственно, и вырос. Вот вырос цена до 50, как бы те, кто спекулировали, молодцы. С Кусамой вообще получилось что-то неимоверное. Я, кстати, первую Кусаму покупал по $7, и вот она выросла до 600. Я как раз, по-моему, по $500 ее продал. Но там очень маленький сайз, не думайте, что я там сделал 100 иксов
иксов на 10 тысяч долларов. Но, да, была такая история, вот это, типа, те булраны 21-20 года именно так и начинались. То есть ты находил какую-то технологию, верил в нее, что она на булране разгонится, она разгонялась, и можно было собрать прям вот 50, там, 100 иксов. И что касается, соответственно, в текущий момент, вы понимаете, что уже там и проекты никакие запускаться не хотят на этом Polkadot, потому что там в целом нету особо никакой ликвидности, ничего не ходит, и вы в печали. Тут, конечно, можно дальше посмотреть, насколько это все безнадежно, мне так кажется. Вот именно про DOT у меня фраза вот максимально ассоциируется безнадежность. Можно посмотреть удивительную вещь, что активность разработчиков у них вообще растет. Вот это для меня странная загадка. Оно основано на коммитах на гитхабе. Те, кто сильно разбираются, пожалуйста, ребята, может, напишите мне в комментариях или в личке, объясните, как это возможно, потому что я не понимаю, откуда новые разработчики в Polkadot. Это может быть накручено. То есть там типа новые разработчики ставят коммиты и создается впечатление, что оно все активно. Потому что если мы чуть-чуть дальше начинаем копать, а я именно решил чуть дальше покопать, то кроме того, что ТВЛ у нас просто в дно уходит, так количество активных адресов Polkadot в среднем 3500. Новых адресов 1500. Транзакции в день в среднем не превышает 8000. Для сравнения, в космосе количество активных адресов 19 тысяч. У эфира сети 352. И тут надо сказать, камон, а почему у нас тогда атом просто ниже стоит, причем значительно? Атом, космос у нас 2 миллиарда, до 30 месте маркет-капа, а DOT стоит на 13 месте 5,3. Вот здесь уже видна, как по мне, прям такая глубокая переоценка. Просто если сравнивать, это, Polkadot и Atom, они в целом похожи. Layer Zero блокчейны, на которые вот это все, как я говорю, накручивается, они, их можно сравнивать, и тут мы видим цифры совершенно удручающие для Polkadot. Поэтому уже здесь у меня отторжение. Также из такого глобального Гэвин Вуд, который вот вообще был фаундером и создателем, такой главным этого всего Polkadot, он в один момент понял, что он плохой SEO, он хороший CTO, а SEO должен понимать и маркетинг, и привлекать разработчиков, девайсы, что такое делать. Все знают, что хороший SEO это там CZ хороший SEO, Джастин Сан, то те люди, которые как бы умеют еще хайповать и раскручивать собственные проекты. У Гэвина Вуда этого не было, он ушел на CTO и поставил другого SEO. И сам он сейчас понял, что идеология компании, не в том направлении двигается, и поэтому он сейчас говорит, надо делать Polkadot 2.0. Тут вопрос открытый, будут ли они собирать деньги, будут ли они менять токен на Polkadot 2.0. Я не знаю. И главная особенность этого, уйти просто от аукционов парачейнов и перейти на продажу Core Time. Тут на самом деле можно сейчас вникать в то, что Core Time это время, которое нужно для валидации транзакций, осуществлению консенсуса на Polkadot Relay Chain. Кажется немного сложно, но просто вдумайтесь. Они придумали основную фишку Polkadot, это было краудлоны, и теперь они понимают, что она, разочаровала, и теперь им надо куда-то в другое место уходить. А вопрос в том, что после того, как проект, после своей главной фишки с парачейнами, кстати, много кто говорил, что на любом блокчейне можно, если делать это на Polkadot какое-то, что-то делать, то тебе надо выиграть аукцион. А на другом проекте ты просто берешь на атоме и делаешь, или на том же даже нире, просто берешь и делаешь на эфире, на арбитре, просто берешь и запускаешь. Тебе не надо делать так, чтобы за тебя голосовали и создаваться какой-то хайп. То есть это было создано сугубо для того, чтобы, искусственно, по сути дела, цену разгонять. И тут они, получается, говорят, что мы от этой идеи уходим. Теперь у нас ситуация такая, что нам надо будет Core Time покупать, это будет сильно изменять вообще всю ситуацию, и мы начнем, тут на самом деле можете, если кому интересно, я оставлю ссылку, можете посмотреть, сколько будет ревеню вот эта история приносить Polkadot 2.0, и будет ли это пушить цену, но мы как бы посчитаем, у меня именно концепция в том, что я не верю в то, что люди туда пойдут, просто зачем, там ничего нету, сейчас, говорю, запускаешься на арбитруме на каком-то условном, у тебя приходит ликвидность непонятно откуда, вот реально вы можете посмотреть новый проект, и там неожиданно ликвидность на 10, 20, 30 миллионов может залететь. А здесь всего во всей сети 100 миллионов, и она еще от месяца к месяцу падает. Поэтому, ребята, тут на самом деле можно попробовать посчитать, сколько Core Time вот эта история принесет ревеню непосредственно Польке. Я вот сделал себе расчеты, показали, что с 2020 по 2023 год в среднем затраты на Core Time в год составляли 18 миллионов. Средняя стоимость Core Time per блок была $8.78. Оплата безлимитного Core Time на период 1 месяц могла бы стоить 1,5 миллиона. Нужно понимать, что эти расчеты приблизительные, и после запуска Polkadot 2.0 оно изменится, могут значительно, но тем не менее даже сейчас видно, что с заблокированным огромным количеством
Dota все равно упал сейчас до цены 2020 года, и мы просто на самом деле смотрим это в печали, да. Кроме этого, ну даже если посмотреть, что 20 или 30 выходящих из миллионов из циркулей это Dota, ну вряд ли что-то будет, ну, что-то изменит. Поэтому лично мое мнение, что у Dota сейчас, ну, крайне мало шансов. Тут, конечно, еще можно обсудить про governance, но эта история не сказать, что самая рабочая. Если типа раньше распределение трежери были среди разработчиков, то с недавнего времени они ввели OpenGov, и теперь там есть какие-то мутки, и общались я с людьми, кто в Польке работали, и говорят, мы просто не получаем тех денег, которые должны были получать для того, чтобы разрабатываться. То есть там еще начинается история, что кто-то в самой компании может себе, ну, левака откладывать. К сожалению, в крипте это тоже есть, особенно когда ты видишь, что компания умирает, да, ты понимаешь, что у него будущего нету, а скорее всего, когда ты там работаешь там с 2017 года, я не знаю, опять же, кто вот эти разработчики, у меня до сих пор это большой вопрос, я прям хочу, чтобы мне рассказали люди, знающие, кто эти разработчики и что они там делают. Ну и когда ты работаешь в проекте там, ну даже 3-4 года, и ты видишь, что в него не уходят из него люди, а в параллельные проекты идут, ты немного наверняка теряешь мотивацию. Поэтому у меня очень большие вопросы. По самим проектам, если посмотреть парачейны, ребят, ну тут действительно ничего нету. Ну просто, ну если бы не Moonbeam, вообще ничего не было. Moonbeam еще хоть как-то что-то пытались. Карура, за которым я до сих пор вспоминаю. Ну 4 миллиона ТВЛ, стейблкоины какие-то они там хотели. Это все просто какие-то странные, жалкие попытки, в моем понимании, в этом отношении. Поэтому, ну, могу сказать, вот сколько, кстати, еще интересная стата, сколько тратят на комиссии. Сеть эфира в день 3,5 миллиона, BNB 250 тысяч, Arbitrum 64 тысячи, Osmosis 10 тысяч, Polkadot 700. Никому сеть, к сожалению, не нужна. Объемы там просто катастрофически малые, то есть не с чем даже сравнивать. Поэтому, конечно же, говорю, у меня такое глобальное разочарование в Polkadot. Ребят, я знаю, что есть люди еще, Криптор, фанат большой Polkadot, пишите мне, чтобы я хоть понял, в чем дело, потому что я, опять же, общался с Сергеем Васильчуком, они уже хотят ноды выключать Polkadot, понимаете, люди не хотят валидировать Polkadot. Это самая большая проблема. То есть, если в космосе там как-то все, жизнь живет, и он ниже в 2 раза по капе, даже больше, чем в 2,5 раза по CoinMarketCap, то вот по Польке я такого не вижу. Надеюсь, я помог вам с решением, стоит ли инвестировать в Polkadot на новый булран, потому что многие хотят его на новый булран набрать и ждать новых хаев, но я не понимаю, зачем мне туда нести деньги, если, условно говоря, даже есть Arbitrum, оптимизм, да даже при всей моей боли это Суи и Aptos. Но хотя сейчас тенденция показывает, что все не EVM сети, к сожалению, вымирают, пока не их время. Я уже сравнивал это с автомобилями, когда кто-то начал разрабатывать автомобили бензиновые, наверное, параллельно начали делать, пытались на углероде, на электричестве, но в то время это было не актуально. И, конечно, бензиновые автомобили выиграли. Вот сейчас так для меня выглядит EVM сети в MetaMask. Возможно, что-то появится типа Solana, это хоть какой-то намек на то, что не EVM. Ну просто да, тот же Moonbeam и Moonriver, они стрельнули просто, потому что они тоже EVM. Понимаете, какая ситуация? Такие вот реалии. Поэтому на этом можно заканчивать, ребята. Ставьте жирный лайк, пишите комментарии, я работаю для вас. Всем спасибо, всем пока.